Он сводит с ума миллионы. Его обожают, копируют, ненавидят и втайне мечтают хотя бы раз встретить взгляд. Но за этим спокойным лицом и чарующим образом куда больше, чем просто актер турецких сериалов. Почему Can Yaman однажды резко исчез с экрана на пике славы? Какой жесткий контракт с продюсерами он однажды сорвал прямо перед съемками, рискуя всей карьерой? И что за история стоит за его молчаливыми ссорами с коллегами, которые до сих пор не комментирует ни он, ни они? В этом видео мы не просто поговорим о его харизме. Мы разберем, почему он стал явлением, которое невозможно игнорировать. Вы узнаете, чем Can отличается от сотен других звезд, которые так и остались просто красивыми лицами. А главное, вы поймете, в чем настоящая сила Can Yaman. И поверьте, она не там, где вы думаете. Самое интересное ближе к финалу. Так что устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Когда впервые видишь Can Yaman на экране, трудно сразу понять, что именно притягивает. Это не просто внешность, хотя и она, безусловно, заметна. Это не просто стиль, хотя в нем есть узнаваемая энергия. Что-то в его присутствии заставляет остановиться, присмотреться, задержать взгляд. Не столько из-за яркости, сколько из-за ощущения, что за этим образом скрывается нечто большее. Can Yaman появился в жизни зрителей негромко, но уверенно. Его путь к популярности начался с сериалов вроде «Мерила любви» и «Полюбить снова», но настоящая волна признания накрыла его после «Полнолуния», а затем «Ранняя пташка», где он сыграл обаятельного и свободолюбивого фотографа. Тогда публика по-настоящему заговорила о нем, не просто как об актере, а как о явлении. Он стал тем, кого ждут в новом эпизоде, обсуждают в соцсетях, ищут глазами в каждом кадре. Но суть не в том, насколько хорошо Can играет романтические роли, таких актеров десятки. Его секрет в том, что он не просто играет, он словно вживается в пространство, в котором существует зритель. Это не тот случай, когда смотришь на персонажа. Это ощущение, будто он смотрит в ответ. Есть актеры, которые берут харизмой, бурной, напористой, демонстративной. Can Yaman идет другим путем. Его энергия – не вспышка, а непрерывное внутреннее свечение, которое не требует объяснений. Как мягкий свет в комнате, который не бьет в глаза, но сразу создает настроение. Это тот тип личности, с которым хочется остаться наедине, чтобы просто быть рядом, без слов. Здесь работает нечто большее, чем техника актерской игры или внешние данные. Это природное умение чувствовать границы. Он не вторгается, он присутствует. Он не захватывает внимание силой, он приглашает, и ты сам решаешь остаться. Мир турецких сериалов часто строится на страстных диалогах, резких поворотах и сильных эмоциях. В этом контексте Can Yaman становится особенным. Он может передать целую сцену одним взглядом. Без слов, без громких реплик, только тишиной, которая вдруг становится громче любой музыки. И все же, магия начинается не с экрана, а с первого внутреннего вопроса: почему он притягивает так, как будто ты его давно знаешь? Возможно, потому что он не играет звезду. Он играет человека. И от этого хочется узнать, кто он, когда камеры выключаются. Есть редкие люди, которые обладают особенным присутствием. Они могут ничего не говорить, могут просто сидеть или идти по улице, и все равно ты чувствуешь, они здесь. Именно так воспринимается Can Yaman. В нем нет показной напористости или желания выделиться любой ценой. Он не требует внимания, но оно само оказывается на нем. И дело не в том, что он все время в кадре, а в том, как он там находится. Он умеет быть спокойно, уверенно, органично. Харизма Can Yaman не вспышка, а устойчивое тепло. Он не демонстрирует силу, а излучает ее. Даже в самых бурных сценах его герои редко теряют контроль. Они могут страдать, сомневаться, спорить, но за этим всегда чувствуется внутренняя стабильность. И это, пожалуй, то, чего многим не хватает в реальной жизни. Это притяжение без давления.
Он не давит своей красотой, не кричит о своих достоинствах. Он действует как магнит, не рвет, а мягко тянет. Особенно это заметно в контрасте с другими актерами, которые стараются играть героев с большой буквы. Джан Йиман не стремится быть главным. Он становится таким просто потому, что остается собой. В его движениях неторопливость, будто он никуда не спешит, хотя точно знает, куда идет. В его манере держаться природное достоинство, которое не нуждается в подчеркивании. Такой стиль поведения создает образ человека, рядом с которым спокойно. Даже когда вокруг разворачивается драма, его персонаж остается якорем, и зритель тянется к этому якорю. Этот эффект – результат не только врожденной харизмы, но и работы над собой. В интервью Джан не раз говорил, как важно для него сохранять баланс между публичностью и личным пространством, между активностью и покоем. Он занимается спортом, медитирует, читает. Такой подход формирует целостного человека, а не просто актера, выучившего роль. Даже вне съемочной площадки он остается в том же ритме. Его можно увидеть в кажуал-образах без броских деталей, но при этом с тем же самым ощущением уверенности без излишков. Именно так формируется образ, который не надо играть каждый раз. Он уже есть, и он настоящий. Когда актер не просто играет, а живет своим образом, зритель это чувствует. И, возможно, именно это отличает Джана Ямана, он не навязывает себя. Он делает паузу и оставляет пространство. А зритель с удовольствием заполняет его вниманием. В мире, где визуальное стало доминирующим языком общения, Джан Йиман использует не только внешность, но и интонации, взгляды, легкие движения, как полноценные инструменты воздействия. Он не просто красив, он умеет пользоваться тем, что говорит без слов. И именно здесь включается то, что часто называют сексуальным интеллектом. Это не поверхностная привлекательность, а способность чувствовать другого человека, его реакцию, его эмоциональный ритм. Джан не нуждается в резких жестах или театральных паузах. Он может повернуть голову на полсекунды позже, и именно это создаст напряжение в сцене. Он знает, как держать зрителя в ожидании. Это умение не научное, не формульное, оно интуитивное, и оттого работает еще сильнее. В нем нет предсказуемости. Ты не знаешь, улыбнется ли он или сохранит серьезность, скажет ли что-то прямо или уйдет от ответа. Такая неполная доступность рождает интерес. Во многих сценах, особенно в «Ранней пташке» или «Полнолуние», Джан Йиман создает образ мужчины, который не просто говорит комплименты, он проживает каждую эмоцию, словно знает, когда нужно помолчать, чтобы быть услышанным сильнее. Это редкое качество – уметь быть чувственным без прямого давления, создавать атмосферу доверия и легкой напряженности одновременно. Он умеет быть мягким, но не слабым. Он может быть сильным, но не агрессивным. Этот баланс вызывает ощущение внутренней безопасности и притягательности. В нем нет резких углов, и в то же время ты не можешь его прочитать до конца. Это сочетание внутреннего контроля и тонкой чувствительности создает ту самую многослойность, которая делает экранного героя живым, а не схематичным. Неудивительно, что за пределами съемочной площадки Джан Йиман ведет себя схоже. В интервью он редко говорит много, но говорит точно. Он не дает повода для громких заголовков, но каждое его появление в кадре – событие. Его умение держать дистанцию и при этом оставаться включенным – именно то, что отличает человека с развитым эмоциональным интеллектом. Он как актер, который умеет читать зал даже тогда, когда на сцене тишина. Именно поэтому Джана Ямана не просто смотрят, его воспринимают. Он вызывает не реакцию, а отклик. Это не о внешней привлекательности, это о внутреннем ритме, в который хочется попасть. И когда ты оказываешься внутри этой невидимой энергии, тебе уже не хочется выходить. Сила Джана Ямана не в том, что он всегда собран и безупречен. Напротив, его особенность в умении показать эмоции там, где многие стараются их скрыть. Он не боится быть открытым, когда его герою больно, обидно или страшно.
В этом проявляется не слабость, а внутренняя зрелость, способность чувствовать и не прятать это от зрителя. Турецкие сериалы славятся своими эмоциональными качелями: любовь, расставание, преданность, потеря, борьба. Но если в одних проектах чувства выглядят немного искусственно, то в исполнении Джана они кажутся прожитыми. Он не просто озвучивает сценарий, он будто разрешает себе быть уязвимым, и этим разрывает стену между героем и зрителем. Это редкий навык — сделать персонажа близким не за счет пафоса, а через честность. В сериале «Сначала ты», например, его герой не просто любящий мужчина, он человек, который сомневается, переживает, борется с собой. Такие моменты не требуют громких реплик. Все выражается в том, как он смотрит, как сжимает губы, как убирает руку, которую хотел протянуть. Это тонкая игра, в которой не слова важны, а чувства между ними. Такая эмоциональная честность особенно важна для зрительниц, уставших от экранных образов непогрешимых героев, которые только командуют, спасают и ничего не чувствуют. Джан Яман показывает, что мужчина может быть разным, сильным и ранимым, целеустремленным и растерянным. И именно в этих нюансах рождается подлинная привязанность. Не потому, что он идеален, а потому, что он понятен. И что особенно цепляет, все это не ощущается как часть тщательно продуманной стратегии. Это не игра на публику, а выражение какой-то внутренней позиции. Джан, по его собственным словам, вырос в семье, где важна была дисциплина, но также поощрялось честное выражение эмоций. Он получил юридическое образование, но ушел в актерство, потому что захотел делать то, что трогает по-настоящему. Это решение – само по себе проявление чувствительности и силы характера одновременно. На экране он может быть влюбленным, разбитым, настойчивым, одиноким, но все это не превращается в клише. Он не играет эмоции. Он дает им случиться. А в мире, где настоящесть становится все большей редкостью, такое умение подкупает глубже любых эффектных диалогов. Когда зритель наблюдает за Джаном Яманом на экране, возникает ощущение, будто он воплощает тот самый образ, о котором многие когда-то мечтали. Не сказочного героя в сияющих доспехах, а живого человека, способного на любовь, готового бороться, умеющего ошибаться и все равно оставаться рядом. Его персонажи словно подсвечивают в нас то, что мы сами хотели бы чувствовать: быть нужными, быть понятыми, быть любимыми так, как будто это единственная история в мире. В сериале «Ранняя пташка» он не просто партнер главной героини, он тот, кто доверяет, поддерживает, отступает, когда нужно, и возвращается, когда важно. Это отношение не на уровне сценария, а на уровне эмоций. Зритель ощущает, как развиваются чувства, как формируется связь. Такая глубина характерна не для каждого актера. Джан Яман умеет играть любовь не только глазами, но и дыханием, движением, молчанием между фразами. Именно в таких ролях он создает образ мужчины, который не боится любить открыто. Не наигранно, не для галочки, а по-настоящему, со страхами, с надеждой, с уязвимостью. Это делает его экранные отношения реалистичными и желанными. Мы не просто смотрим на роман между героями, мы вживаемся в него, потому что он вызывает отклик. Потому что это то, что хочется испытать в жизни. Но дело не только в романтических линиях. Его персонажи – это чаще всего люди с внутренней борьбой. У них есть выбор, путь, внутренний конфликт. И когда зритель видит, как такой герой идет до конца, даже через сомнения, даже через боль, это вызывает уважение. Мы не идеализируем его, мы сопереживаем. А значит, привязываемся глубоко, искренне. Такой эффект возникает не потому, что сценарий хорош, а потому, что актер честен. Джан Яман не боится быть эмоционально обнаженным. Он не прячет боль за бравадой, не скрывает страсть за равнодушием. Его герои не идеальны, но именно это делает их любимыми. Потому что идеальные образы утомляют, а настоящие остаются с нами. Каждая новая роль – как возможность увидеть, что еще он способен раскрыть. Будет ли это мужчина, идущий наперекор обстоятельствам, или тот, кто впервые признается в чувствах, за этим хочется наблюдать.
Потому что в этих героях, какими бы разными они ни были, есть одно общее качество. Они позволяют нам снова поверить в то, что настоящие эмоции существуют. И, пожалуй, главная причина, по которой Джан Яман остается в сердцах зрителей, это его подлинность. Он не строит из себя безупречного кумира. Он не превращает публичность в игру в маске. Даже в интервью, даже на красных дорожках или в случайных кадрах с поклонниками он остается таким, каким его воспринимаешь на экране, человеком, а не персонажем. В современном мире, где так много имитации, фильтров, репетированных фраз и выстроенных образов, появляется усталость от фальши. Люди ищут настоящее. Джан Яман не идеализирует себя, он показывает, что можно быть популярным, но при этом не переставать быть собой. Он признается, что порой устает, что ему нужно личное пространство, что он не всегда хочет говорить. Это честность, к которой зритель тянется, потому что она редкость. Он ведет активную общественную жизнь, участвует в благотворительных проектах, делится моментами реального времени, но не из расчета на лайки, скорее, из потребности быть на связи по-настоящему, без перегибов. Его фан-базы по всему миру поддерживают его не только за роли, но и за отношение к людям, за открытость, за готовность быть благодарным. А это уже не про образ, это про личность. И в этом весь он. Джан Яман – это не просто красивый актер из турецкого сериала. Это человек, который соединил в себе магнетизм внешности, эмоциональную зрелость и внутреннюю свободу быть настоящим. Именно поэтому он становится не просто экранным героем, а частью личной истории зрителя. Он напоминает о чувствах, которых порой не хватает в жизни, о людях, которых хочется встретить, и о себе, таком, каким ты мечтаешь быть рядом с кем-то важным. Его феномен не объяснить формулой. Но его можно почувствовать в моменте, когда он смотрит в кадр, и ты ощущаешь, будто это взгляд прямо тебе. Он не старается быть любимым. Он просто есть, и этого достаточно, чтобы не захотеть выключать экран. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам близка искренность, настоящие чувства и вы, как и мы, цените Джана Ямана не только как актера, но и как человека, поставьте лайк, чтобы мы это почувствовали. Подписывайтесь на канал, впереди еще больше видео о любимых актерах и лучших моментах из турецких сериалов. А в комментариях обязательно расскажите, какая роль Джана Ямана запомнилась вам больше всего? Или, может быть, вы видели его вживую? Делитесь своим мнением, нам правда интересно читать и обсуждать вместе с вами. До встречи в следующем видео.